Лето прошло, начинаются осенние дожди. И теперь вот эта сетка солнцезащитная нам немножко приносит неудобства. Какие? Идут дожди, образуется сырость и мокрота в вольере. И, естественно, эта солнцезащитная сетка закрывает солнечные лучи. И у нас вольер высыхает медленно, только при сильном ветре. Поэтому осенью эту сетку я убираю. Для того, чтобы быстрее высыхал вольер после дождя. После осеннего проливного дождя будут образовываться лужи. А это все приводит к болезням, глистам и так далее. Поэтому нам надо, чтобы вольер чем быстрее подсыхал. Вот такие лужи после дождей. Эта сетка прослужила нам летом очень хорошую службу. Курочки под этой сеткой не жарились, им было комфортно. Обязательно рекомендую на лето накрывать вот такой вот солнцезащитной сеткой любой степени защиты. 30, 60, сколько хотите. Она все равно защитит на лето кур наших от палящего солнца. Ну, а я теперь буду демонтировать это все. Сетка у меня старенькая, с дырочками, ничего страшного. Вот здесь она крепилась у меня к сливной трубе, к отливам. Видите, вот здесь крепилась. А здесь к каждому столбику. Все убираю. Цыплята, которые живут с индюшатами, им тоже повезло. Они в мой приезд гуляют на улице, на вольном выгуле.
Ну и, конечно же, старшим цыплятам среди них уже 4 месяца, а младшим 3,5. И так как 4 месяца, и мы уже должны ожидать от них яйцо. Четыре месяца. Курочки скоро-скоро занесутся. Может быть 4,5, может быть в 5. И поэтому они должны уже привыкать к гнезду. Поэтому для таких курочек я поставлю гнездо. Цыплята должны привыкать к гнездам постепенно. Они должны сначала привыкнуть к самой конструкции, к самому объекту, который будет стоять у них в вольере. А потом уже снесут туда первое яйцо. Петушок и курочка араукана. И поэтому несу одно металлическое гнездо, забрала у молодых курочек в центральном вольере и поставлю его сюда цыплятам. Пусть уже начинают привыкать. Вот так вот его здесь оставлю. Пусть привыкают к этому объекту. 4 месяца уже пора нестись. 4,5, я думаю, будет первое яйцо. Где это ты так вымазала лапы? После дождя, после сильного ливня ни одной лужи не пропустила. Ломан Сэнди. Сегодня в этот раз я убирать в этом курятнике не буду, потому что, скорее всего, в следующий раз буду уже переселять молодок в этот вольер, а старых курочек в вольер, где содержатся молодые. Поэтому думаю, что в этот раз убирать здесь не буду, пропущу, потому что мне нужно будет побелить все стены, все это вычистить, все почистить и даже перенесу эти гнезда. Куры очень сильно привыкают к внешнему виду обстановки. И для того, чтобы они не потеряли, не сбросили яйценоскость, перенесу даже их гнезда. А сюда переставлю гнезда, которые сейчас у кур молодок. То есть все это буду менять местами. Ну и посмотрим, что у нас тут с яйцами. И будем собирать. Ну, конечно же, смотрите. Все видно. Мои курочки уже выносятся. Эта курочка вынеслась и будет отдыхать. Но это и хорошо, потому что, как вы знаете, я планирую старых кур убирать. Оставлю только молодых прошлогодних. Ну, может быть, парочку тех, которые мне очень нравятся. А все остальные пойдут с благодарностью на отдых. Эти курочки старые уже отработали. И им уже рядом есть замена. Скажу вам сразу, хочу сказать. Вчера мне написали в комментариях, что видели в Инстаграме рекламу. На фоне моего хозяйства рекламируют какую-то кормовую добавку для кур. Так вот, это, конечно, меня очень расстраивает.
Я вчера это прочитала и опять очередной раз расстроилась. Думала, эта тема уже затихла. В интернете, в Ютубе я уже давно не видела этой рекламы, которая украли мое видео и рекламирует кормовую добавку. А вот мне вчера написали, что появилась в Инстаграме такая реклама. Поэтому хочу вас предупредить. Никакого согласия на то, чтобы на фоне моего хозяйства рекламировали какую-либо кормовую добавку, я не давала. Это мошеннические действия. Украли мое видео и рекламируют непонятно что. Вот еще одно яйцо. Конечно, самое обидное это то, что я своих кур не кормлю никакими кормовыми добавками, а кормлю только натуральной зерносмесью и овощами. Я это все показываю вам в видео. И, конечно же, мои зрители, которые смотрят меня давно, они об этом знают. Но мне так очень обидно и неприятно, что мои новые зрители увидят эту рекламу и, естественно, подумают, что это правда, что я кормлю своих кур какой-то пищевой добавкой. Но поэтому я решила об этом рассказать. Если увидите такую рекламу, знайте, это мошенники. Так, убираю этот насест. И будем смотреть в этом гнезде. Чем кормлю я своих кур, вы можете посмотреть у меня на канале в любом видео. О, смотрите, а где яйца марана? Опять что-то мне непонятное. В прошлый раз 3 яйца было, в этот раз ни одного. И ни голубых, ни марана. Яиц нету. Ну вот, как раз это еще лишний раз мне доказывает, что в следующий мой приезд уже срочно нужно менять местами молодых кур и старых, потому что молодым курочкам мало места. Хотела уже уходить, и смотрите, смотрите, вот где все яйца. И еще одно яйцо. Заглянем в это. Тут сейчас ничего нет. Все. Вот это все яйца от моих старых кур. Немножко меньше яиц уже. Поэтому вот это самое время менять местами старых кур с молодыми. Потому что молодые хорошо начинают разноситься, и им нужно привыкать и к месту, и к гнездам, и к большому вольеру. Молодые курочки начинают хорошо разноситься, и поэтому им нужна свобода. Им желательно уже гулять побольше вольер, двигаться и развиваться. Поэтому вижу, что уже нужно этим заниматься вопросом. Гнезда этих курочек тоже переедут в первый вольер. Они к ним уже привыкли, и к цвету штор, и к конфигурации, ко всему вот привыкает курочка. Поэтому все, что здесь находится, все будет переставлено в первый отсек. А с первого отсека все переедет сюда. Так, заходим. Сразу смотрю подстилку. Вот сразу вижу. Смотрите. Ого, какое большое. Классное, большое. И уже кто-то пытался его клюнуть. Вот, могли бы и съесть его, кстати. Но я успела, да. Такое тоже может быть, но очень большое. 2 желтка точно. Так, смотрю, потому что вы мне писали, что где-то еще лежало яйцо, я не заметила. Не знаю. Стараюсь, смотрю везде подстилку. Вот яйцо. Вот яйцо. Грязнючее.
Так, ну тут вроде бы больше не вижу. Так, под гнездами не вижу. Ну, начну собирать в гнездах. Начнем с первого гнезда. Класс. Конечно, тут уже становится больше яиц. А у старых кур меньше. И вот как раз тот момент, когда я вам говорила, настанет тот момент, когда я буду молодых курочек переселять в большой вольер. Ой, какие красивые, смотрите, зеленые. Поэтому, если где-то увидите рекламу какого-либо препарата или кормовой добавки, знайте, это мошенники. А самое главное, можете себе представить качество этого препарата, этой кормовой добавки, если они для рекламы своего продукта воруют видео. Соответствующее качество. Хорошо еще, чтобы от этой кормовой добавки птице не было хуже. А вообще, я думаю, она бесполезная, эта кормовая добавка. Если люди, чтобы прорекламировать свой товар, воруют чужое видео. Вот что едят мои куры. Видите? Кукуруза, пшеница. И в данном случае молотком, я вам всегда рассказываю, я добавляю немножко комбикорма. А старые куры у меня комбикорм вообще не кушают. Только натуральное зерно. Так, а во втором гнезде у нас, в следующем, в этом мы собрали в первом. Во втором гнезде. Так, 3 зеленых. Это несут доминанты, которые несут зеленое яйцо. Чубатые доминанты, несущие зеленое яйцо. Это инкубационное яйцо из Чехии. Я покупала. Так, и 3 вот таких кремовых яйца. Следующее гнездо, еще больше яиц. Ого! Так. Красота какая. Адлеры несутся. Наверное, ливенские ситцевые уже несутся. Ого, какое здоровенное. Смотрите, какое большое. Вот. Классное. Еще есть. Вот такая красотища. Так, и остается здесь вот такое пластиковое. Все, поправим. Следующее гнездо. Ого! Смотрите, какая красотища. А здесь у нас все крем... А, нет, хотела сказать все кремовые, а тут и зеленая есть. И зеленая есть. И кремовая. Ну, в этот раз точно молодые курочки обогнали старых. Плохо, что я не посчитала, интересно. Я просто очень расстроилась вот этим известием, что в Инстаграме используют мое видео под рекламу. И вообще меня это сбило. Я хотела посчитать. О, какое большое! Посмотрите, какое большое, на пол руки, на пол ладони. Вот это да! Интересно, какая же эта курочка несет такое? Я за нее переживаю. Расстроилась, поэтому
Вот так вот. Снимаю уже, а с головы не идет. Просто обидно. И жалко, что ничего с этим поделать невозможно. Понимаете? Это все ненаказуемо, оказывается. Вот что обидно. И остается резиновое яйцо в гнезде. Все, 4 гнезда вот так остаются. И еще периодически буду сюда заходить. Может быть, еще где-то будет яйцо. Все, яйца собраны. Вот такое количество яиц у меня. Молотки молодцы, постарались. И, по-моему, они снесли больше яиц, чем старые куры. Ой, как нравится им эта лавочка. У кого есть индюки, всем рекомендую сделать вот такую лавочку. Именно широкую лавочку, чтобы им удобно, комфортно было сидеть. Вот такое красивое крыло. Все сидят и отдыхают. В этом году у меня очень много капельных лент, которые на клубнике я убирать не буду. Они будут зимовать здесь. Естественно, ее потом я под агроволокно не разложу. А там, где у меня на огороде, это морковка, буряк. На зиму их нужно, естественно, убрать. И вот в таком виде, когда мы накручиваем на клубок, хранить капельную ленту, это можете просто ее сразу выбросить. Поэтому вот придумали такой агрегат. Из остаточков у меня гнезд и так далее, кормушек, нашли вот такие остатки и сделали такой специальный барабан по типу колодца. Вот прорези для того, чтобы можно было сюда засунуть, вот так закрепить удобно. И смотрите, чудо техники. Все, у меня капельная лента накручивается, и нигде нету переломов. Но предварительно, конечно, желательно эту ленту помыть. Все, переломов нет, накручено ровненько. И таким образом эта лента прослужит еще не 1 год. Это я знаю по своему опыту. У меня в теплицах капельные ленты уже очень давно. И когда я их снимаю, скручиваю и кладу просто обычным образом, то весной оказывается, что в некоторых местах у меня уже прорывы. Все, смотрите, как легко и просто за пару секунд. А попробуйте намотать просто на вот такой барабан без такого устройства. То будет спадать, там будет загинаться, там будете нервничать. А теперь вот так раз, даже могу хвостик заложить за предыдущую. Все, и закрепила. Итак, приступаю к следующему. Но мне эту нужно еще сначала помыть. Вот так вот она после эксплуатации летом. Естественно, все вот эти вот фитинги, они немножко забиваются землей. Это нужно все промыть. Вот по типу колодца. Здесь прорезь. Закреплена вот так ручка. Кружочек. И все. На стоп-кадр поставьте. И можете такое себе сделать. Вот такой небольшой аппарат. У кого есть огород и есть капельные ленты, это находка. Потому что я знаю проблему хранения этих капельных лент, где попало и как они в кладовке мешают. Все, отработала капельная лента. Отсоединяю и вытягиваю.
вот благодаря капельной ленте хорошо росли буряки в самом начале посева. И морковка тоже хорошо поливалась с помощью этой капельной ленты. Так как в третьем вольере у меня содержатся индюки, и это очень важно закрыть им верх, потому что эта птица очень летающая. И я вам показывала, как они спокойно преодолевают высоту забора. И вот здесь у меня была вот такая вот свободный выход на улицу. Для кур это нормально, они через это место не перелетают, а для индюков это опасно. И поэтому вот такая огуречная сетка, про которую я вам рассказывала, вот с такой ячейкой. Это новая огуречная сетка. Вот такая она яркая. И вот прошло 3 года. Смотрите, ничего с ней не происходит. И вот этот угол я решила закрыть еще одной сеткой. И получается, что я ее сейчас на всю длину растяну по этой стороне вольера. Я сразу сделаю 2 дела. То есть я закрою этот угол. И если вот эта ячейка ляжет сверху на эту ячейку, получится еще двойная защита. Ячейка станет немножко меньше. И тогда будет точно вероятности мало, что индюки пролезут через вот эту ячейку и смогут покинуть этот вольер, когда меня нет. Вот такие мелочи я тоже всегда продумываю и учитываю, потому что птица содержится без присмотра, без моего присутствия. И такие моменты нужно все продумывать. И вот у индюков будет еще вот так вот закрыто вот этим куском огуречной сетки. Я сейчас его натяну снизу уже существующей. И будет вот такая вот, еще усиленная одна сторона. Сделаю это вот только одну полосу. Просто думаю, что обрезать ее здесь не стоит, вот только ради этого угла. Сетку закрепила, и вот так вот получилось. Ячейка легла на ячейку, и стало еще даже лучше. Все, и этот угол теперь меня не будет тревожить. Теперь я буду знать, что здесь птица не вылетит. И здесь тоже все хорошо, надежно закрыто. Для индюков это очень важно. Даже не так для кур, как для индюков важно. Пока я натягивала сетку, индюки у меня гуляют на свободе. Вот так вот нарезаю траву
В данном случае это люцерна, но можно любую траву. И если вы хотите, чтобы куры съели все, чтобы не затоптали, тогда это нужно нарезать и поместить в какую-то емкость, желательно, которая не переворачивается при нажимании лапами. Вот такая вот нарезанная люцерна. Осень, готовимся к зиме. Вот это все открытая часть уже можно опускать. Я буду это все сейчас откручивать и опускать. Уже ночи холодные. И очень важно сейчас, чтобы наши цыплята, молодые курочки, не заболели. Очень важно, чтобы ночью не было сквозняка. Начинаются ночные ветра сильные, дожди, ливни. Все это нужно учитывать. Когда наша молотка будет ночью спать, у нее должно быть сухо, тепло и без сквозняка. Это самое главное. А вот такое даже открытое пространство может нам принести, правильно, лишние проблемы. Поэтому все нужно сделать вовремя. Ну и вот так вот одну сторону я подняла этого лаза, потому что эти молодые курочки, они еще не знакомы с этим лазом, они не знают, что это такое. Они здесь приехали сюда цыплятами и лаза не видят впервые, по крайней мере в таком состоянии и с таким цветом. Поэтому, чтобы они привыкли, знали, что там их дом, ничего не поменялось, все на месте. Можно заходить, выходить. Поэтому одну сторону шторки я закрепила. Она будет там стационарно так закреплена пока. Это пока что. А потом я опущу обе стороны. Пусть сначала привыкнут.
Подсматриваем. Вот кто несется. Вот кто несется. И вот кто несется. И у индюков в вольере я тоже утеплила вольер. То есть до этого у меня была нараспашку открыта эта дверь. Летом это меня устраивало. Тепло, жарко, все. А теперь ночи холодные. И теперь дверь я закрыла уже. Полностью закрыла клеенкой. И опять же открыла лаз. Потому что ни индюки, ни цыплята, они не знают, что такое лаз. И поэтому будут привыкать. Все лето жили цыплята с открытой дверью. А теперь у них дверь закрыта. И даже появился какой-то непонятный предмет на двери. Но куры очень быстро привыкают. И я думаю, что и эти привыкнут. А потом лаз я уже открою, вернее шторки закрою. И они будут выполнять функцию защиты от ветра. Уличного ветра, сквозняка. И зимой на метание снега в помещении. Вот так с опаской заходит, смотрит. Видит, что помещение осталось то же самое. Опасности нет. И заходит. Рассматривают. Марс полез рвать яблоки. Граф Эзо тебе этого не простит. Это яблоня граф Эзо. Марсиун, молодец, протоптанной дорогой слез. Молодец. А был он на самой высоте. Это летняя яблоня граф Эзо. И до сих пор и еще есть яблоки. Хотя обычно в это время уже на все сбрасывает. Еще немножко есть. Они очень-очень сладкие. Вот такой граф Эзо. Вот так вот яблоки на терочку. И все прекрасно кушается. Вот на такую терку. С удовольствием и цыплята, и молодые курочки. Индюки вообще обожают яблоки.
Сейчас сезон яблок, очень много падает. Это все собранные под яблоней. Чтобы не пропадало, все пойдет в корм птице. Яблок очень много, сейчас и цыплятам тоже, молодым курочкам тоже сделаю такие яблоки натру. Верхнее я натерла, все уже съели, можно еще натереть следующую порцию. В теплице, где растут перцы, еще собираю огурцы. Это белая. Видели? Хотела показать вам, какая она была до и когда она отряхнется. Это белая шелковая курочка. Меня просили показать шелковых. Смотрите, как выленила шелковая серая. Она была вся серая-серая. А смотрите, какая сейчас стала. Черные перья появились у нее. Шелковые курочки сейчас не несутся, они линяют. И вот я думаю, что уже скоро-скоро они занесутся. Потому что они все стали другие. Вот смотрите, как она выленила. Она была совсем другая. Серенькая, белая и черная. Вот такие 3 курочки. И петухи, смотрите, были черные, а стали коричневые. Тоже хорошо линяют. На солнце особенно это видно. Сейчас я попытаюсь вам показать. Вот, смотрите, видите, какой он стал? Он стал коричневый. Вот.
колодки перьев распушатся, и он будет черный. Хорошо видно на затылке колодки, которые к осени, к зиме распушиться должны. Это петушок такой шелковый. Ну, а на белой шелковой, смотрите, какие-то вот стали у нее желтые перья. Была белая-белая, а с возрастом она немножко желтеет. Смотрите. Тоже линяет. Она тоже линяет. Вижу, что курочка уже тормозит, стоит, не видит. Срочно в парикмахерскую. Сейчас я не массово стригу, а выборочно. Вижу, что курочки заросли глаза, и она корм не видит. Все, значит, сразу нужно стричь. Аккуратненько, чтобы гребешок не поранить. Потому что у меня у одной курочки гребешок внутри хохолка этого. И он вот такой еще извилистый. Очень опасно. Все. Я вижу, что она стоит, сама себя смотрит, и все. Поэтому, чтобы хорошо кушала курочка, ее нужно подстричь. Я понимаю, что это очень красиво. На вот черное перышко, серенькое, а на кончике у нее беленькое. Оно очень красиво смотрится. Очень красиво смотрится. Но, к сожалению, красота будет у нас потом, когда это уже вырастет большая курочка. И то, когда она будет нестись, ей петух будет выдирать вот эту шапочку. Она будет уже с такой шапочкой. А вот когда курочка отдыхает, находится в линьке, вот тогда мы будем видеть всю красу таких чубатых кур. Курочке совершенно не больно. Это перо. И там нервных окончаний никаких нет. Ой, какая у тебя бровь красивая, белая. Белая бровь такая. Еще немножко потерпи. Ну я ж тебя не вижу. Ты повернись ко мне.
Ну, она сама все увидела уже. Ей самой интересно теперь. Но она тяжеленькая, она кушает. Но мне надо, чтобы она еще активная была. И кушала еще лучше. А ну? Ну как? Орел. Красота? Ой, какая же ты красивая. Вижу у тебя шапочка красивенная. Но, к сожалению, так надо. Так, чуть-чуть еще вот здесь подправлю. Все, идем домой. Так, не выходим. Ну, как тебе? Какие красивые девчонки вокруг. Хвостик у нее отрастет, ничего страшного. Выклевали хвостик, потому что тесно. Тут даже уже натертые есть яблоки. Вот это должна занестись. Ей 4 месяца. Красотуля. Не знаю, курочка или петушок. Ну. Вот так. Вот это должна нестись уже. Ей 4 месяца. Покушала хорошо, да. Тебя стричь надо? Ну, глаза вроде бы открыты. Что, орел? Это уже полноценная курочка. Но этой курочке, по-моему, этой курочке 3,5 месяца. Это еще рановато ей нестись. Вот такая. Не-не-не, я больше так не буду. Я больше... А тебя стричь надо, кстати. А тебя надо подстричь. Все, давай, иди, не бойся, я не буду больше. Все, иди, иди. А ну, будет она нестись скоро? Нет, еще нет. Ну, вот это две, вот еще третья кандидатка. Вот еще вот этой 4 месяца. Они должны вот это и вот это. Все, все остальные 3,5 месяца. А ты когда дашь нам яйцо? А это мальчик. Очень большой. Надо будет тебя взвесить, красавца. Да, иди сюда. Иди, какой хороший. Ну иди, я поглажу тебя. Да ладно тебе. Вот так. Вот так, вот так. Красивый, красивый. Вот так тебя. Вот так. Вот так. А ты не защищай. Вот так. А ты иди. Это индюшка. Это индюк. Это индюк. Это индюшка. Ого! Ого! О,